Всем привет, на связи Алтын, и в этом ролике я хочу рассказать вам, сколько на самом деле уходит денег на проживание в Германии, будучи студентом. Итак, я студентка, я учусь в университете города Брауншвайг. Это небольшой город, который находится в земле Нидерсаксен. И я хочу сразу сказать, что в разных землях в Германии разная стоимость на проживание, конечно же, разный семестровый сбор в университете, но в этом видео я постараюсь называть такие средние цены и, конечно же, я скажу, сколько я трачу. Сколько вообще Германия ожидает от нас, студентов, тратить в один месяц. Раньше, когда я подавалась на визу, а это 4 года назад, я открывала Sperrkonto, то есть это закрытый счет, и раньше эта сумма была 10 500, но, насколько я знаю сейчас, она составляет 11 900 с чем-то евро, что, если поделить на 12 месяцев, будет 992 евро. То есть немецкое государство ожидает, что мы, как студенты, будем в месяц тратить примерно 992 евро. И давайте посмотрим, сходится ли эта сумма у меня, или я трачу больше, или я трачу меньше. В общем, я сейчас вам расскажу. Итак, самое первое, на что больше всего уходят деньги, это, конечно же, жилье. Я живу в ВГ, то есть это общежитие для студентов, и я снимаю одну комнату, на которую у меня уходит 350 евро в месяц. Я делю кухню и ванную с еще 3 людьми, и у меня есть своя собственная комната. И 350 евро, я бы сказала, это что-то среднее в стоимости для ВГ, потому что можно найти комнату как и за 300 евро, можно найти и за 400 евро, и я думаю, что это что-то среднее. Если поделить и рассказать отдельно, то аренда сама стоит 250 евро, и 100 евро у меня уходит на воду, свет и отопление. Ну а если вы хотите жить в Einzelapartment, то есть это небольшая квартирка, можно сказать студия, в которой у вас кухня и спальня совмещены, и также есть своя ванная комната, то стоимость где-то начинается от 450 евро и заканчивается на 600 евро. Я думаю, что где-то, допустим, в Берлине и в центре будет сложно найти квартиру за 600 евро, там нужно рассчитывать больше на стоимость 800 евро. Сразу скажу, где я искала свою комнату. Я искала на сайте VG Gesucht. Это бесплатный сайт, и он был достаточно удобный. Там было много объявлений, и я просто писала всем подряд, и кто мне отвечал, я ходила на посещение квартиры, и так вот я искала свою ВГ. Следующая вещь, на которую уходит достаточно большое количество денег каждый месяц, это медицинская страховка. И на нее у меня уходит 140 евро. У меня страховка от Techniker Krankenkasse, то есть ТК, и, насколько я знаю, большинство из всех студентов в моем университете пользуются именно этой страховкой. Если честно, я начала пользоваться услугами страховки только в последние несколько месяцев, а до этого это просто было как галочка для получения документов, за что мне все равно приходилось платить. Следующая вещь – это семестровый сбор. Насколько я знаю, в нашем университете он один из самых высоких по всей Германии. Я плачу 440 евро в семестр, то есть в полугодие. И если поделить, то у меня уходит примерно 73 евро в месяц. Вот такая подписка на учебу. Хотя учеба в Германии считается бесплатной. В стоимость семестрового сбора входит транспорт, также всякие принадлежности, которые нам дают учителя, будь то халат или же всякие распечатки. Насколько я знаю, в других университетах семестровый сбор может быть намного ниже, примерно 350 евро, поэтому лучше узнавать именно отдельно для каждого университета. Теперь давайте поговорим про транспорт. Транспорт в Германии достаточно дорогой. За одну поездку, допустим, на трамвае можно отдать 2,5 евро, и где-то в больших городах, допустим, в Мюнхене, это вообще стоит 3,5 евро. Но так как мы платим семестровый сбор, у нас весь транспорт бесплатный.
То есть я могу кататься на автобусах, трамваях и на поездах даже по всей Германии бесплатно. Ну а если вы хотите тоже кататься на любом транспорте в Германии, есть такая вещь, как Deutschland Ticket, которая стоит 49 евро в месяц, и она позволяет вам ездить неограниченно на любых транспортах, кроме скоростных поездов по всей Германии. Еда. Я бы не сказала, что еда в Германии очень дорогая. Единственное, что дорого, это мясо. По сравнению с моей страной, мясо здесь и вправду дорогое, особенно если его брать в специализированном магазине. Но в целом на продукты у меня уходит примерно 50 евро в неделю, что в месяц 200 евро. И если я иногда хожу, допустим, в столовую студенческую, то за один поход у меня где-то уходит 6 евро, и в один месяц, допустим, я отдаю за это 30 евро. Также, если вы любите ходить в рестораны, я скажу вам, что здесь достаточно дорого. То есть за одного человека можно отдать примерно 15-20 евро в ресторане. На всякие бытовые вещи уходит достаточно немного, потому что я покупаю всякую бытовую химию не каждый месяц, но где-то 20 евро примерно у меня уходит на всякие средства для мытья посуды, туалетная бумага и так далее. И также с косметикой и уходом за собой тоже примерно 20 евро в месяц. А такая вещь, как, допустим, мебель или вещи для дома, я очень часто вижу на улице, потому что, как я рассказывала в одном из своих предыдущих видео, немцы достаточно щедрые. Они оставляют разные вещицы и даже целую мебель на улице за бесплатно. И также есть такой классный сайт, который называется Kleinanzeigen, где можно найти очень много всяких вещей, одежды за бесплатно или за небольшую плату. И у меня достаточно много мебели оттуда, поэтому советую вам. В этом плане, конечно, получается очень экономно. Следующая вещь, про которую я достаточно часто забывала раньше, и из-за которой я даже получила однажды штраф, это налог на радио и на телевидение, которым я не пользуюсь. Но все же, как и всем, мне приходится платить 18 евро в месяц за это. Но если, допустим, у вас в ВГ живут другие ребята, которые, важно, не получают бафёк, то вы можете скидываться на этот налог, и в целом уходит немного. Но я лично плачу 18 евро в месяц. Такая вещь, как спорт, у нас в университете достаточно дешево, потому что в семестр это стоит примерно 7-14 евро, то есть вы за полугодие платите всего лишь 7 евро. Я этим очень много раз пользовалась, я ходила на баскетбол, на танцы. Стоимость похода в спортзал у нас в университете стоит 17 евро в месяц, и это достаточно недорого, но в этом семестре я решила попробовать и записаться в другой спортзал, который стоит 35 евро в месяц. В него входит сауна, различные йога, пилатес, кружки, также тренажерный зал и разные напитки. Я считаю, это очень классная инвестиция в себя. Следующая вещь — это мобильная связь. У меня уходит 10 евро в месяц, и я получаю 15 гигабайт интернета. Этого мне очень даже хватает. А что касается домашнего интернета, все входит в стоимость, в арендную плату. Ну и давайте немного расскажу про развлечения здесь и сколько они стоят. Поход в кино для студентов будет стоить примерно 12 евро. Поход в боулинг тоже можно рассчитывать на 13 евро. Бассейн для нас очень даже дешево стоит, то есть один раз ходить в бассейн это 4 евро, потому что мы студенты, а на самом деле это стоит немного дороже. Ну и также я хотела рассказать вам о такой вещи, на которой у меня очень много уходит денег в декабре, и это Weihnachtsmarkt, это рождественская ярмарка. Все, что там можно делать, это только есть, пить и общаться, поэтому нужно смело брать с собой кэш,
Bargeld, то есть наличку, и за один поход у меня уходит примерно 15 евро, и в декабре на это уходит, правда, много денег. Ну, если все суммировать, у меня уходит примерно 880 евро в месяц, то есть я уложилась в примерную сумму, которую предлагает нам государство, и я трачу даже меньше предполагаемого. Ну и как вы думаете, напишите, это много или мало? Я думаю, что в больших городах, конечно, эта стоимость может преувеличивать 1000 евро, потому что, допустим, в Мюнхене даже арендная плата стоит примерно 800 за комнату в ВГ. Пишите, как вам видео в комментариях, поставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Я собираюсь рассказывать побольше о Германии, о своей жизни, показывать путешествия. И спасибо за просмотр. Всем пока! Tschüss!